Я приветствую всех на ютубовском канале Дед Мотор. Не так давно на одном американском качковском канале взяли интервью у легендарнейшего бодибилдера 90-х годов Ли Хейни. После 8 взятых статуэток Сандова Ли не захотел дальше продолжать свою серию блистательных побед. А ведь у него были все шансы и дальше побеждать, и дойти до заветных 10 золотых медалей на Олимпии. Сам Хейни рассказал о том, что когда он был еще ребенком, в возрасте 9-10 лет, он всегда мечтал, что вырастет и станет огромным и сильным наподобие Геракла. Когда он шел в продуктовый магазин, то первым делом бежал в газетный киоск, чтобы купить какой-нибудь качковский журнал. Именно там он впервые увидел фотографии Арнольда Шварценеггера, Лу Ферриньо и других легендарных бодибилдеров. Ли очень хотел быть похожим на этих атлетов. Когда ему было около 11 лет, родители подарили ему на Рождество пару гирь. С ними он и вошел в большой мир бодибилдинга и стал иконой золотой эры наравне с Арнольдом. Свой последний 8-й титул мистер Олимпия Хейни завоевал в 1991 году, хотя, по его же словам, он не сомневался, что при желании мог бы и дальше спокойно продолжать свое победное шествие. Ведь по меркам бодибилдинга он тогда был еще совсем молодым. На момент его ухода Ли было всего 32 года. Для культуриста это самый расцвет сил. У Хейни даже не было никаких серьезных травм и проблем со здоровьем, чего нельзя сказать про нынешних современных монстров массы, которые тянут до последнего, пока не переломятся. На сегодняшний день ему уже 63 года, и он вполне неплохо себя чувствует. В общем, у Ли была возможность стать как минимум 10-кратным мистером Олимпия, но он решил завязать с этим делом и уйти, молодым, здоровым и непокалеченным. Во время того недавнего интервью Хейни еще затронул интересную тему психологического стресса. Это когда спортсмен уже очень многого достиг, но потом возникает вопрос, как ему удержаться на прежнем уровне и что делать дальше, чтобы улучшить свою форму. Ли сказал, что в то время все это проносилось у него в голове. И если вы не собираете мысли вместе, это действительно может создать очень много лишнего стресса. Одна из вещей, которая очень помогла ему сохранить рассудок, заключалась в том, что с ним была его жена Ширли. И он смотрел на бодибилдинг таким образом, что это просто его работа. Я не преклонялся перед этим ремеслом, хотя хотел быть в нем лучшим. Это не был конец света, подытожил Хейни. Еще Ли поделился о своих тогдашних мотивах в погоне за 8 титулами мистера Олимпия и о том, почему он все-таки решил закончить и так резко ушел на самом пике своей качковской карьеры. Ведь можно было бы попробовать пободаться с самим Дорианом Ятсом. Тем более Хейни достаточно уверенно задвинул его на 2-е место в 1991 году. Но, как сказал Ли, он вообще изначально планировал, что если каким-то чудом сможет выиграть Олимпию хотя бы 3 раза, то это будет уже очень здорово. Но потом он вошел во вкус, и время пролетело очень быстро. Затем, когда Ли победил на 7-й своей Олимпии, он подумал про себя, что это уже рекорд, и он сравнялся с самим легендарнейшим Арнольдом Шварценеггером. Из-за этого он даже побаивался дальше продолжать участвовать на Олимпии, чтобы не покушаться на славу Арнольда и не перечеркивать его достижения. Но все-таки решил рискнуть, и после того, как Хейни получил 8-й титул, он просто почувствовал, что эта победа далась ему достаточно легко, и что он наконец-таки достиг того, чего хотел. А на вопрос, почему же он дальше не стал покорять новые вершины и не попытался стать 10-кратным мистером, на это Ли Хейни ответил: «Я никогда не жалел, что больше не участвовал в соревнованиях. На самом деле, я никогда даже не думал об этом», заключил 8-кратный олимпийский чемпион.